Правильный выбор продукта на ужин может помочь вам победить бессонницу и уснуть как младенец. Узнайте, что стоит положить в тарелку для хорошего ночного отдыха. Дефицит сна для многих современных людей стал чем-то нормальным. Мы постоянно шутим про недосып, рассказываем друг другу, кто сколько успел поспать. И как ни странно, нередко при этом испытываем большие проблемы с засыпанием. Врачи отмечают, плохой сон вредит нашему здоровью гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Поэтому, если хотите хорошо себя чувствовать и не тратить половину зарплаты на лекарства, лучше разобраться с этим вопросом. Во-первых, чтобы быстрее уснуть и хорошо спать в течение всей ночи, не стоит есть непосредственно перед сном. Поздний прием пищи заставит органы пищеварения работать на износ и может спровоцировать тяжесть в животе. Лучше полноценно питаться в течение дня, а перед сном выпить травяной чай, который поможет расслабиться, успокоиться и подготовить организм ко сну. Чтобы ночной отдых был здоровым, необходимо поддерживать уровень гормона сна в норме. Мелатонин отвечает за регуляцию сна, облегчает засыпание, корректирует биоритмы при смене часовых поясов. Свежая вишня и кислый вишневый сок. Это рекордсмены по содержанию гормона мелатонина. Кроме того, в свежей вишне есть аминокислота триптофан, которая активизирует выработку мелатонина шишковидной железы. В этой терпкой ягоде есть мелатонин, главный гормон сна. Ученые выяснили, что вишневый сок на ночь помогает улучшить сон, продлить его и решить проблему с внезапными пробуждениями посреди ночи. Киви. Киви – идеальный продукт для тех, кто хочет наладить комфортное пищеварение. В его кожице есть ударная доза клетчатки. Кроме того, этот фрукт помогает лучше спать. Как выяснили исследователи, достаточно есть киви каждый день на протяжении 4 недель. Теплое молоко. Классика жанра и настоящий кошмар тех, кого в детстве постоянно поили кипяченым молоком. Нам с детства известно, что стакан теплого молока на ночь гарантирует крепкий и здоровый сон в течение всей ночи. На самом деле этим волшебным свойством обладают все молочные продукты. Содержащийся в них кальций помогает усваиваться аминокислоте триптофану и вырабатывать мелатонин. Кроме того, кальций также помогает нормализовать мышечную деятельность и избавляет от ночных судорог. Если молочная пена не нанесла вам детскую травму, у вас нет непереносимости лактозы и вы не вегетарианец, применяйте теплое молоко как снотворное. Триптофан, содержащийся в молоке, помогает быстро уснуть. Кроме того, молоко способствует выработке гормона счастья серотонина, так что с ним будет приятными. При желании можно добавить в молоко ложку меда. Альтернатива для тех, кто по каким-то причинам не пьет коровье молоко, станет молоко миндальное. Его готовят из перемолотых миндальных орехов и воды. Такое молоко продается в супермаркетах, но стоит внимательно читать состав. Иногда из миндальное выдают соевое молоко с небольшими добавлениями миндаля. Она от бессонницы не поможет. В миндальном молоко есть триптофан и магний, которые помогают нормализовать сон. Важно помнить, что если у вас аллергия на орехи, такое молоко вам не подойдет. Куриные яйца. Богатые легко усваиваемым белком, которые положительно влияют на сон, он также помогает бороться с кислотным рефлюксом и изжогой, которые мешают спать. Лосось. Когда говорят о пользе рыбы, обычно вспоминают о жирных кислотах омега-3 и роли этих соединений в нормальной работе сердечно-сосудистой системы. Однако это питательные вещества также улучшают сон. Кстати, именно поэтому любители кето-диет иногда сталкиваются с бессонницей, им просто не хватает омега-3. Рыба, а в особенности тунец и лосось, крайне богаты витамином В6, который принимает самый активный участок в выработке мелатонина и серотонина. Кстати, среди других продуктов, откуда можно получить этот витамин, чеснок и фисташки. Ромашковый чай – самый известный способ успокоить разгулявшиеся нервы и спокойно уснуть.
Ромашковый чай. Кроме мягкого седативного эффекта, он хорош при борьбе с воспалениями, а еще улучшает состояние кожи и полезен при простудных заболеваниях. Ромашковый чай в пакетиках, который продается в каждом магазине, практически бесполезен. Лучше купить сушеную ромашку в аптеке. В пакетиках она тоже есть, так что заварить не составит особого труда. Инструкция на упаковке. Если же в наличии только ромашка в коробке, рассыпью, ничего страшного. Просто залейте 4 столовые ложки ромашки стаканом кипятка. Дайте настояться около 10 минут и впейте. Пить такой чай можно каждый день. Пробуйте употреблять перед сном разные перечисленные продукты, присматривайтесь, как реагирует на них ваш организм. В дополнение с правильным режимом дня ваш сон будет давать вам полноценный здоровый отдых. Делитесь своим мнением в комментариях, ну а мы желаем вам крепкого здоровья и хорошего настроения. С вами был канал Бережно к себе.